Это сладкие мясные бургеры из меню Бургер Кинга, которые появятся в 2024 году. Но поверьте, это еще не все новинки и изменения, которые произойдут у этого гиганта фастфуда. Я собрал все анонсы и презентации, чтобы подготовить вас к тому, чем станет легендарный Бургер Кинг в этом году. А в конце я расскажу, как увеличится стоимость любимых вопперов уже в ближайшее время, а что вообще уберут из меню. Но для начала, чтобы вы понимали всю суть изменений, которые планируются в компании, я хочу немного окунуть вас в историю ее создания. В 1954 году в Майами Джеймс Макламор и Дэвид Эдгертон заложили основу для Бургер Кинг, быстро превратив 5 местных ресторанов Instaburger в национальную сеть. Уже на первоначальном этапе они решили, чем будут отличаться от всего остального фастфуда в Америке. Это гриль-установки, которые позволяли делать котлеты с ароматом копчения. Большой объем порций, небольшая цена и быстрое обслуживание по стандартам Макдональдс, которые они подсмотрели у конкурента. Всего этого было достаточно для быстрого старта. К моменту продажи бренда Пилсбери в 1967 году, который до этого вложился в развитие этой сети, Бургер Кинг занимал 3-е место среди американских фастфудов, вскоре став 2-м после Макдональдс. Дуэт Макламор и Эдгертон видели большой потенциал в послевоенном экономическом подъеме, стремясь привлечь семьи в свои заведения. Они внедрили использование столовых приборов, хотя и из пластика, что было необычно для фастфудов того времени. Параллельно на другом конце страны Рэй Крок начал свое партнерство с братьями Макдоналд, а Бургер Кинг ввел в меню свой фирменный бургер Whopper, который стал конкурентом Биг Мак. Да и мне он нравится гораздо больше. Гриль творит чудеса. При этом компания установила единую ценовую политику по всей стране, даже в кризисные для Америки времена. С 1958 года Бургер Кинг активно вкладывался в телевизионную рекламу, а к 1959 году решился на франчайзинговое расширение за пределы Флориды. Макламор и Эдгертон предпочитали продавать права на открытие ресторанов крупным инвесторам, в отличие от Макдональдс, что способствовало быстрому росту сети. Продажа сети компании Пилсбери за $18 миллионов ознаменовала начало новой эры для 274 ресторанов. Однако с ростом сети начались проблемы с качеством и стандартизацией услуг, что привело к недовольству среди франчайзи. Некоторые франчайзи пытались выкупить свою сеть, но Пилсбери отвергла предложение даже в $100 миллионов. И, как видите, не зря. Переломным моментом стало прибытие Дональда Смита из Макдональдс, который ввел строгие стандарты для франчайзи и начал активное международное расширение. Бургер Кинг начал менять подход к франчайзингу, предпочитая индивидуальных предпринимателей крупным корпорациям, и ужесточил контроль за соблюдением стандартов. В 1974 году компания внедрила новую систему скоростного обслуживания и начала активно расширять ассортимент, включая завтраки. Однако, несмотря на успехи, Бургер Кинг продолжал испытывать сложности с управлением и поддержанием качества на высоком уровне. В 1989 году компания Grand Med приобрела Бургер Кинг, что привело к новым изменениям в управлении и стратегии. Первым делом новый владелец назначил Барри Гибсона новым SEO, а затем укрепил позиции на рынке, приобретя сеть Wimpy. 90-е годы ознаменовались глобальным расширением и успешным партнерством с Disney, хотя впоследствии студия перешла к сотрудничеству с Макдональдс. Бургер Кинг продолжал развиваться, сталкиваясь с вызовами и адаптируясь к изменениям на рынке фастфуда. И ребята до сих пор не стесняются экспериментировать, предлагая весьма неожиданные сочетания. Например, в Бургер Кинг скоро появится новинка, которая обещает стать настоящим угощением для гурманов. Речь идет о воппере с необычным добавлением – цукатами из бекона.
Этот сэндвич объединяет в себе классическую говяжью котлету Whopper, приготовленную на открытом огне, сочные помидоры, свежий салат и булочку с кунжутом. А изысканность блюду придает сочетание хрустящего жареного лука, нежного чесночного айоли, сладкого беконового джема и бекона, карамелизированного в коричневом сахаре. Этот Whopper с карамелизированным беконом появится в американских ресторанах уже с 29 января, но лишь на ограниченное время и до тех пор, пока не закончатся запасы. Так что не упустите свой шанс попробовать этот сладко-мясной шедевр, заглянув в ближайший Бургер Кинг. Кроме того, в преддверии Великого Поста Бургер Кинг решил добавить изюминку к своему классическому сэндвичу с Big Fish. С 14 февраля в ресторанах, участвующих в акции, будет доступен Big Fish с огненной глазурью. Это блюдо будет подаваться с аппетитными листьями салата, маринованными огурцами, ароматным соусом тартар и пикантной глазурью на булочке в стиле бриош. Любители классики также найдут что-то для себя в специальном предложении для участников программы лояльности Royals Perks. С 14 февраля по 28 марта подписчики смогут насладиться Big Fish по специальной цене всего в $2 при покупке по полной стоимости. В последние годы Бургер Кинг активно занимается обновлением своего имиджа, начиная с логотипа и заканчивая упаковкой продукции. Теперь на очереди реконструкция ресторанов. Том Кертис, президент компании в США и Канаде, анонсировал, что в 2024 году посетителей ожидают новые впечатления от обновленных заведений. После года разработок компания готова представить миру свой новый дизайн ресторанов под названием Sizzle, о чем было объявлено на недавней франшизной конференции. Уже сегодня можно увидеть первые плоды этого обновления в 2 ресторанах в Нью-Джерси и Лас-Вегасе, а вскоре открытие нового ресторана ожидается в Северной Каролине. В планах Бургер Кинг масштабное расширение, включая внедрение цифровых киосков для заказов, уникальное оформление, связанное с бургером Whopper, и улучшение зон для проезда и самовывоза. Особое внимание компания уделяет оптимизации процесса заказа через автомобильные окна, что является ключевым направлением развития. В прошлом году Бургер Кинг объявил о вложении $400 миллионов в развитие бизнеса, включая реконструкцию ресторанов и другие инвестиции. Пора обновлений давно наступила. Бургер Кинг несколько отставал от конкурентов в плане обновления своего стиля. Прошлые попытки обновления, такие как концепция Garden Grill, продвигались медленно. Новый дизайн Sizzle стал последним шагом в этом направлении. За последний год франшизы получили разрешение и нашли подрядчиков для реконструкции, что является основой для будущих изменений. К концу следующего года ожидается, что примерно половина ресторанов в США будет оформлена в стилях Sizzle и Garden Grill. Важным элементом обновления станет внедрение нового логотипа, представленного в 2021 году, который пока редко встречается в реальной жизни. Том Кертис признает, что на данный момент ресторанов с новым логотипом очень мало, и это вызывает вопросы о переоформлении старых заведений. Эти обновления приходятся на время, когда Бургер Кинг стремится привлечь больше клиентов. Несмотря на то, что продажи в США и по всему миру показывают рост, основная часть прироста связана с увеличением среднего чека, а не с ростом количества посетителей. В компании признают, что увеличение посещаемости является одной из ключевых задач. Помимо реконструкции, Бургер Кинг планирует развивать свои маркетинговые кампании, сосредоточив внимание на вкусовых качествах своих фирменных бургеров, в частности, на Whopper. Изменения, которые компания вносит сегодня, могут определить ее будущее в индустрии быстрого питания. Изменения будут происходить и с меню. Например, Бургер Кинг в Великобритании объявил о запуске нового бургера с фасолью в честь Вегануария 2024 года. С января 2024 года посетители ресторанов Бургер Кинг смогут попробовать ультимативный бургер с фасолью. Этот продукт является перезапуском ранее снятого с производства. Новый бургер не является веганским по умолчанию, так как подается с молочным сыром. Чтобы сделать его веганским, достаточно просто заказать без сыра. Майонез, используемый в бургере, не содержит яиц и сделан на растительной основе. В
последние годы все больше людей отдают предпочтение растительным белкам, что делает веганские и вегетарианские бургеры ценным дополнением к меню любой сети быстрого питания. Хотя это далеко не первый случай, когда сеть предлагает веганский продукт, ведь в меню по всему миру есть растительный Whopper. Новый ультимативный бургер с фасолью, вероятно, является лучшим растительным вариантом, по мнению европейских потребителей. Кто-нибудь пробовал новый бургер с фасолью от Burger King? Спрашивали недавно на Reddit в сообществе веганов, и отзывы были крайне положительными. Ел его вчера, было очень хорошо. Можно видеть примерно такие ответы в тренде, которые отражают общее мнение покупателей новинки. Если вы живете недалеко от одного из ресторанов Burger King в Великобритании, стоит зайти и попробовать этот бургер, ведь многим в мире не удастся насладиться этим привлекательным новым блюдом в меню. Иногда компании прибегают к необычным методам, чтобы привлечь внимание покупателей, запускают ограниченную серию продуктов или предлагают невероятно выгодные акции. Все это делается для того, чтобы встряхнуть общественность, спровоцировать обсуждение и, самое главное, побудить людей заглянуть в их заведение. Burger King, начав Новый год с фееричного предложения, использовал Всенациональный день круассана, чтобы объявить о потрясающей, почти невероятной акции. В этот день завтраки на основе круассанов, известные как круассан-вичес, предлагались всего за 1 цент. Ассортимент круассан-вич впечатляет. Для любителей завтраков предложено 7 различных вариантов. Сочные комбинации бекона, яиц, сыра, ветчины и колбасы. И учитывая, сколько белка содержится в каждом кусочке, цена в 1 цент кажется просто сенсационной сделкой для любого из популярных завтраков Burger King. Жаль, что акция была разовая, но Burger King планирует практиковать запуски круасс-сэндвичей по всему миру. Год только начался, и кто знает, какие еще невероятные акции нас ждут в ближайшие месяцы. В Burger King теперь каждый клиент может почувствовать себя королем. Сотрудникам сети была дана инструкция обращаться к покупателям со словами «Вы властвуете» и предлагать им картонные короны в знак благодарности за заказ Whopper или любого другого блюда из меню. Согласно отчетам, эта флоридская сеть быстрого питания планирует направить инспекторов в свои рестораны, чтобы убедиться, что работники следуют новой директиве. «Вы властвуете» — это слоган рекламных кампаний Burger King. Представьте, что это мужчина лет 38 без детей в машине, и мне нужно сказать ему «Хотите корону?». Невозможно не улыбнуться, произнеся это, и он не может не засмеяться в ответ, рассказала Дебора Дерби, генеральный директор Carl's Restaurant Group, крупнейшего франчайзи Burger King в США, цитирует Bloomberg News. Это добавляет еще 2 минуты взаимодействия. Дерби утверждает, что общение между сотрудником и клиентом создает позитивную ауру и позволит значительно увеличить общие продажи сети. Компания стремится обеспечить выдачу заказов в течение 90 секунд после их размещения, но сотрудники, которые позитивно взаимодействуют с клиентами, могут получить немного больше времени при условии, что заказ выполнен правильно. Заработная плата сотрудника Burger King в час зависит от множества факторов, включая должности, франшизу, местоположение и другие аспекты, что может приводить к значительным различиям в оплате. В среднем стартовая позиция в команде Burger King приносит около $9.86 в час, если брать срез по ресторанам мира. Однако стоит отметить, что зарплата увеличивается с ростом карьерной лестницы. Повара, сменные менеджеры, помощники управляющих, управляющие ресторанами и генеральные менеджеры зарабатывают больше, чем новички. Это означает, что в Burger King существует хороший потенциал карьерного роста. Важно помнить, что Burger King – это большая корпорация, где условия работы могут отличаться в разных франшизах. Например, вторая по величине франшиза Burger King в Австралии известна под названием Hungry Jack's из-за особенностей местного законодательства о товарных знаках, и базовая ставка там практически в 2 раза больше минимального. Если говорить о недельном заработке, то при 40-часовой рабочей неделе без учета праздников и отпусков сотрудник может заработать около $394. Однако, учитывая 10 праздничных дней в году и 15 дней отпуска, реальный недельный
недельный заработок составит примерно $356. Оплата в Burger King обычно производится раз в 2 недели прямым банковским переводом в пятницу или чеком в четверг и составляет $789 без учета корректировок и $713 с учетом праздников и отпусков. Но что по поводу повышения цен и среза меню? В последние годы Burger King столкнулся с трудностями, и в компании поняли, что без перемен оставаться в числе лидеров рынка быстрого питания не удастся. Вот почему в 2022 году была объявлена инициатива возвращения к истокам, предусматривающая инвестиции в размере $400 миллионов на модернизацию заведений, закрытие неэффективных точек, улучшение маркетинга, развитие приложений и повышение удовлетворенности клиентов. План рассчитан на 2 года, и вот мы подошли к 2024 году, к завершающему этапу реализации стратегии возвращения к истокам. Если вы заметите в своем городе новые стильные рестораны Burger King, увеличение рекламы аппетитных бургеров и сэндвичей, значительные улучшения в мобильном приложении или новые привлекательные предложения в программе лояльности, помните, все это благодаря инициативе возвращения к истокам. Кроме того, часть меню будут убирать, но для каждого региона это будут свои позиции. Компания решила более гибко подходить к меню, дабы значительно уменьшить издержки из-за слишком раздутого ассортимента. Кроме того, в силу удорожания продуктов в целом, Burger King сложно будет удержать цены на прежнем уровне. В компании планируют планомерное увеличение на 8-9% в течение года, но не затрагивая самые ходовые позиции. Вопрос в том, сможет ли этот план в долгосрочной перспективе вновь разжечь огонь под грилями компании. Будем следить за развитием событий в этом году, чтобы узнать ответ. Спасибо за просмотр.